Друзья, привет и добро пожаловать на molegends.com. Сегодня у нас в гостях Николай Занзара-Акатов, профессиональный игрок Лиги Легенд, лесник легендарной команды Ориген Барселона. Занза, привет. Привет, ребят. Где ты сейчас находишься? Я сейчас еще в России нахожусь, поэтому... Но скоро уже должен присоединиться к команде в Испании, и будем готовиться к плей-офф. Ага, где именно в Испании? Где вы У нас встречаетесь, буткемп играете? находится в пригороде Барселоны, поэтому у нас достаточно все в шаговой доступности, все близко, море и все удобства города. Не очень располагает к упорным тренировкам, тебе не кажется? Да нет, нормально, у нас хороший режим, у нас, то есть, есть тренерский штаб, который следит за исполнением всего, поэтому атмосфера рабочая. Понятно. Смотри, ты очень долго, упорно шел к карьере профессионального игрока, начиная фактически с самых низов. То есть соло-кью, рандомные команды, мини-турниры, турниры посерьезнее. И сейчас, соответственно, это про-команды. Можешь Да. рассказать чуть подробнее про свой путь? Как ты начал играть в лигу? Почему в лигу? И как попал в киберспорт вообще? В лигу перешел, как и большинство, наверное, из Доты. То есть у меня как раз была какая-то компания друзей, поэтому мы решили попробовать что-то новое, после Доты. Лига подвернулась, поэтому все начали играть, у меня начало хорошо получаться, и вот так постепенно я как-то начал уже... Ну, мне было уже мало просто играть в соло-кью, я хотел посмотреть, как работает именно командная тренировка и тому подобное, поэтому начал искать рандомные миксы, турнирчики играть. Как-то я на самом деле не задумывался, у меня не было в планах на уровне подняться куда-то в профессиональную лигу, я просто играл, у меня просто получалось, в принципе, хорошо. И потом как раз, я уже не помню какой год, там у нас в StarLadder освободился слот. Точнее, там были Димонка и Фомка. И у них был слот свободный. До этого мы там, я уже не помню, там Lexus был, мы играли в Team Just, мы играли такие любительские турниры, насколько я помню. Это была организация, только-только зарождалась. И они предложили отдать нам слот, да, но мы берем их в команду. И вот так я как бы попал уже на большую сцену именно СНГшную, StarLadder, и после этого уже как-то закрепился там. Когда ты начал играть вообще? С первого сезона или... Да. Не, я точно уже не помню, на самом деле. Это точно был конец второго сезона. То есть вот, как раз вот это конец второго сезона, межсезонье я учился, там и мы с друзьями играли, а вот как раз начало третьего сезона я уже начал именно пытаться подниматься выше, и именно делал упор на ранкеды. Супер. Смотри, вот когда ты получил свои первые деньги за то, что ты играл в видеоигры, что ты почувствовал? Расскажи про этот момент. Ты помнишь этот момент? Да нет, на самом деле как-то, не знаю, у меня с деньгами не особо было, типа, у меня не было как бы ни цели их получать, то есть они как бы просто появились. Не то чтобы это были большие деньги, но это были, просто какие-то деньги. Это больше было как пункт, что я могу сказать родителям, что это что-то серьезное, что я могу получать деньги. То есть я как бы даже их ни на что не потратил, не отмечал, я просто, вот смотри, мама, у меня, типа, я получаю зарплату, это что-то серьезное, я могу тратить на это время. Ну и все, в принципе, то есть у меня не было каких-то там, я могу сейчас зарабатывать, я просто играл, точнее, там не было еще речи о том, что это станет чем-то серьезным, тем главной вещью в моей жизни на длительный промежуток времени, поэтому я как-то, не знаю, не было такого прям Это был как-то плавный переход, поэтому трудно выделить какой-то определенный момент. Как сказать маме, что ты киберспортсмен? Не знаю, дальше, типа, даже не я сказал, брат сказал, потому что, он видел наши игры первые, то есть я как бы не было такого, я прихожу маме, я хочу все бросить, стать киберспортсменом, то есть сначала я совмещал, то есть я с первым годом в институте совмещал, то есть там было очень трудно, как раз вот это было времена StarLadder, первая у нас команда Джаз, где мы заняли первое, третье место. Было достаточно трудно, и потом уже, когда предложили поехать на буткемп, и я понял, что у меня может получиться, я сказал. Но и там уже у меня уже были результаты до этого, и поэтому, в принципе,
Там, конечно, было семейное собрание, но все отнеслись достаточно лояльно и сказали, ну, в принципе, у тебя время есть, ты можешь посмотреть, если не получится, все равно можешь вернуться. И, ну, как-то получилось. Вот и остался уже. Ну, это очень здорово, да, Ну да. когда тебя поддерживают, понимают, это классно. Смотри, ты сейчас перебрался в Европу, и первый вопрос, почему? Ну, не знаю, ну, как бы... Не то, что почему в Европу, а почему не куда-то еще, например, или... Не куда-то еще? Да. Ну, Европа ближе всего, то есть у меня очень много было контактов с Европой, потому что Мгм. я играл в большинстве интернациональных команд, то есть хорошая коммуникация на английском, меня многие знали, поэтому попасть в Европу было, ну, относительно несложно, то есть были контакты, были люди, которых Мгм. уважали, и они могли за меня поручиться, то есть в других регионах у меня таких людей не было, были предложения из Турции, из других, ну, таких регионов несерьезных, я бы сказал. Но я в конце концов выбрал Европу, потому что все-таки Европа это регион, в котором, если ты чего-то добьешься, это как бы хороший пункт в резюме, в общем, и это уже Мгм. учитывается вообще по всему миру. Поэтому я решил выбрать Европу, и тем более подвернулась очень хорошая возможность попасть в академию, а это уже, ну, это очень хорошая возможность для киберспортсмена сейчас. Мгм. Ну, плюс это Испания, Ну да, что... ну еще испанская лига, она считается как бы чуть ли не сильнейшей национальной лигой Да. вообще, и второй после ЛЭК. То есть там как раз оттуда большинство игроков идет потом в ЛЭК, если хорошо выступают там. Когда ты перебираешься в Испанию? Когда это М, произойдет? Ну, я Буткемп вообще и прочее. в идеале я должен получить как раз рабочую визу недели через Мгм. 2, если все пойдет по плану, и как раз и тогда уже и уеду. Расскажи немножко, пожалуйста, про буткемпы. То есть, значит, во-первых, про команду. То есть у вас ребята из разных стран. На каком Да, языке вы общаетесь? Как все это устроено в команде в зарубежной, вот в испанской, например? То есть, знаешь ли ты свое расписание, распорядок тренировок и так далее, если немножко ну, да, поговорить? ну, насчет команды, да, у нас получилось достаточно хорошо. У нас каждый член команды, не считая тренерского штаба, из разной страны, поэтому нет такого, что команда разделяется. Грубо говоря, если у вас там, не знаю, Мгм. одна линия из одной страны, они начинают на своем языке говорить, это автоматически разделяет команду. То есть у нас сообщение на английском происходит, у нас, короче, из разных стран, я уже не помню откуда точно каждый, поэтому все держимся вместе. То есть у нас хороший тренерский штаб, то есть у нас всегда есть план тренировок, у нас есть документ в Excel там на следующие 2 недели, что, куда, там по часам расписано, поэтому, в принципе, нет того, что происходит что-то неожиданное, что выбивает тебя из Мгм. колеи. То есть согласовывается постоянно расписание с игроками, чтобы типа комфортно было, нужен ли тебе во выходной, там подобное, какой-то отдых, время для, не знаю, где поделать свои дела. Там, ну, и в принципе, все хорошо в этом плане. То есть то же самое с едой, например, тоже там, да, но это большая Этот вопрос проблема. записан как раз. У тебя записан? Чем вы питаетесь? Ну, ты нет, ты просто попросил Типа поговорить. парни живут вместе. Ну, нет, там у нас организация, там домашнюю еду готовят и приносят нам в офис. То есть там двухдневное питание, ну, именно на рабочий день. Мгм. Поэтому, да, Двухразовое. да, двухразовое питание на Ага. рабочий день, ну, типа до 6 часов. Потом, если, ну, ты если хочешь пойти, но в основном, да, мы собираемся командой, там идем в какой-то ресторан, там подобное. То есть там Мгм. тоже еда расписана на неделю вперед, что вам когда сделают. Если вам что-то не нравится, вы пишете, можно это как-то поменять. Да, то есть там полный список есть, чтобы не было сюрпризов, потому что, ну, если кому-то там не нравится еда это как бы основной параметр, очень достаточно сильно может напрягать некоторых людей, и люди разные. То есть некоторые едят все подряд, а некоторым нужно что-то специфическое. Ага, ну, логично, в принципе. Давай Ну, немножко расскажи, пожалуйста, про вот типичный распорядок дня на буткемпе. м, То есть насколько это как там, условно, в 6 утра подъем, в 16 не, часов ну там тренировок, в большинстве потом... случаев подъем не написан, то есть встаешь когда хочешь, просто Мгм. есть время, в 11:30 ты должен быть в офисе, то есть у нас есть типа квартира, где живем, и от Мгм. квартиры 10 минут до офиса, чтобы разделять как бы рабочее место и пространство житейское, скажем так. Приходишь, потом
2-3 часа ты играешь в солоку, потом Мгм. обед, и как раз начинается часа в 3 с тренировки. Тренировки в основном мы играем 5 игр, потому что, ну, 5 игр лучше для подготовки к формату Мгм. турнирному, потому что некоторые команды играют 2 блока по 3 игры, но это все-таки расслабляет игроков и не готовит себя морально и физически к нагрузкам. Ам, Играем 5 игр, а потом уже свободное время. То есть ужин и свободное время. Там, не знаю, что хочешь делать. И это там в основном все играют в солоку, там смотрят реплеи, и уже кто хочет, как идет. В основном в 12 идут уже по квартирам и спать. Поэтому, в принципе, Мгм. все, да, так, чисто. Ну, не самый плохой распорядок дня, мне кажется. Ну, Ну, не знаю, нормально, да. да. Смотри, у самой команды Oregon, да, у Origin, Да. наверное, называют, очень интересная и непростая история. Вот, то есть это команда появилась в 2014 году, да, Мгм. основана X-Peak из Fnatic после его ухода. Мгм. И, соответственно, за один год прошла от квалификации в Лигу претендентов до полуфинала чемпионатов мира. И что случилось потом? То есть небольшой экскурс в историю команды можно? Вот. Ну, я как бы не особо это знаю, да, но Ага. насколько мне известно, Xpeki говорил уже об этом, что, во-первых, увели ключевых игроков, на которых строилась команда, и были проблемы с инвесторами, поэтому команда как-то ушла в затишье. Но потом вот как раз Xpeki решил все-таки возродить ее, как бы, потому что бренд работал, и как раз подвернулась такая возможность, появилась франшиза, Мгм. и в Astralis выкупили слот и подписали как раз партнерское соглашение с Origin. Э, Твои ощущения по поводу игры в Origin? Ну, то есть это круто? Вот ты Ну да. как тебе это кажется? Не, ну это круто даже не столько из-за имени Origin, Мгм. которое известно достаточно большинству, а именно атмосфера в команде. То есть у нас очень часто бывает то, что у нас и перед играми и XP, и главный менеджер Origin, они пишут, поддерживают, игроки основной команды тоже болеют за нас. То есть у нас очень честное взаимоотношение вообще между составами. Если какой-то обсудить вопрос без проблем, то есть все открыты к обсуждениям, все могут помочь, если тебе нужно с чем-то, поэтому именно, ну, нет какой, ты не чувствуешь себя как ты отдельная команда, а ты часть семьи какой-то Мгм. более большой. Как сейчас у команды дела обстоят в лиге? Расскажи немножко про ситуацию. Ну, сейчас у нас мы столкнулись с некоторыми трудностями с новым патчем, потому что Мгм. поменялась метода Келли достаточно кардинально, и это разрушило нам систему драфта. Пришлось ее переделывать, и у нас там обнаружились некоторые проблемы. Но мы более-менее с ними справились. Сейчас у нас сейчас 6-3 после первого круга. Мы делим первое место с Mad Lions и с Академией G2. Не то чтобы этот результат, на который мы рассчитывали сначала, потому что наш ростер не то чтобы набрал игроков, которые вот прямо сейчас будут всех карать без шансов. То есть у нас больше ростер именно доверия, то есть есть новичок Топпер, который вообще нигде не играл, ботлейн, Мгм. который достаточно опытный, но не сиял, и очень опытный мидер. То есть сейчас у нас именно наша основная сила именно в опыте, в коммуникации. То есть мы даем много знаний нашему топеру, который достаточно потенциально хороший игрок. И мы стараемся играть стабильно. И как мы видим, у нас получается, потому что все остальные ростеры, у них именитые игроки, которые уже не первый год показывают высшие результаты, и мы на равных боремся с ними. И вот сейчас посмотрим, сейчас будет второй круг, и я думаю, мы в плей-офф-то точно попадем, посмотрим, как будет в плей-офф. Будем следить. Да. Появились ли у тебя фанаты в Испании сейчас, вот в связи с этим переходом? Ну, не, если фанаты появились, да, там Origin очень хорошо именно в плане медиа поставлено в Испании, то есть там очень много Ага, фанатов, потому что XP сам испанец, поэтому да. очень много фанатов именно организации, и, в принципе, да, очень много ребят заходит, даже на мои стримы, когда я на русском стримлю, заходят испанцы, спрашивают что-то, не стесняются, то есть это очень приятно видеть, что поддерживают там иностранного игрока. Ты начал говорить про взаимоотношения в команде, и, ну, то есть, как я это себе представляю,
То есть 5 человек, 5 парней, они находятся, то есть они постоянно вместе, да, они тренируются, играют, буткемпы и так далее. В любом случае бывают какие-то конфликты. Ну да, конфликты бывают. Да. Насколько часто это происходит? У вас, например? Зависит от команды. Это очень сильно зависит от команды. Существует несколько типов команд. Есть просто команды, которые как бы конфликтуют постоянно, и для них это уже нормально. У них в конфликтах именно находится именно синергия в команде. То есть и сила их команды в том, что каждый тянет на себя одеяло, но в норме, именно в хорошем плане. Есть команды, в которых только один лидер именно в ментальном плане, и все помогают ему, поэтому в них конфликтов достаточно мало между игроками, и это не влияет на общую игру. Поэтому конфликты есть в любой команде, это нужно понимать, но как их решать, это уже дело команды. И это очень много. Поэтому у большинства команд есть психологи, то есть именно у профессиональных команд, потому что это не самая легкая задача, и если вы их не будете решать, в основном именно это и разрушает команду, не какие-то игровые неудачи. Ходил ли ты к такому психологу когда-нибудь? Нет, но у нас был психолог в Веге, и как раз у нас сейчас в Origin есть психолог, именно второй коуч основной команды, он тоже психолог, спортивный психолог, поэтому он нам помогает как раз с едой, с расписанием и с решением каких-то неудобных ситуаций, скажем так. Ты начал говорить про мету, мета довольно сильно изменилась, то есть реворк был предметов стрелков. Давай поговорим немножко вот про это. Во-первых, твои любимые чемпионы. Вот. В лесу где? Ну, давай сначала пройдем по лесу. Да. Ну, лес, ну и Верн, Сайлос сейчас, 3 чемпиона. Они, типа, для нашей команды не самые сильные. Не хочу навязывать мою точку зрения другим командам. Но у нас в команде PlayStation такое, что мы, типа, гивапаем джангл для того, чтобы взять другие роли. Поэтому нам нужны блайнд-лесники, которые универсальны в большинстве сетапов. И это одни из тех. Смотри, но на протяжении вот всей своей игровой карьеры давай составим небольшой топ чемпионов, вот которые для тебя были самыми-самыми вот за все эти годы. Может быть, ты помнишь там... В начале карьеры... Ну, нет. Да. Ну, было, когда против Альбусов играли, этот сезон был там, где я на Нидале играл, то есть я тогда выполнял более керри позицию в команде, поэтому у меня были агрессивные чемпионы Kindred, Грэвис, Рекса и Нидале. Эти чемпионы, которые должны получать преимущество в начале игры. Потом после этого я более плавно начал приходить на роль поддержки в команде. То есть и как на драфте, так и в игре, поэтому у меня были чемпионы как Сиджоани, Грагасы, большинство были танков, но и проскакивали и как контрпики чемпионов в плане там Кейнов, там подобное, то есть для каких-то внештатных ситуаций или для чизов в Best of 5, например. Смотри, говоря о ситуации, которая происходит сейчас в Лиге Легенд, да, можешь ли ты выделить чемпионов, скажем, разделим их на две категории: те, которые сейчас преобладают в профессиональных играх, и те, которые доминируют в одиночной очереди? Ну, сейчас сейчас Солоку достаточно далеко от компетитив, то есть абсолютно разные меты. Да. И но только корейцы играют агрессивными, все остальные предпочитают все-таки пик утилити чемпионов после нерфа экспы в лесу, для того, чтобы не отставать. Потому что раньше, до нерфа, ты мог как бы быть такого же уровня, как мидер, грубо говоря, если ты просто пару фармил за какой-нибудь Казикса, за какой-нибудь там Нидали. Сейчас это очень трудно сделать, тебе нужны киллы. И поэтому мы видим более часто всяких Олафов с редемпшеном на турнирных играх Сиджоани и Вернов. Ты тот же, например, в СНГ прижился. Поэтому... А вот в Солоку наоборот. В Солоку сейчас очень агрессивные пики. То есть все продолжают играть Ксинзао с Hell of Blades. Хороший пик для Солоку, для сноубола линий.
всякие ренгары начали появляться. То есть как только вышли Крита де Керри, достаточно немобильные, все начали выходить ассасины, типа Казикс, Ренгара и тому подобное. Элис как раз начала появляться. Поэтому мета достаточно разная в плане, да, в компете преобладают танки, а вот все-таки в солоку уже более агрессивные пики. Окей, смотри, такой вопрос. Что делать, когда виноват лесник? Лесник никогда не виноват. Понятно. Да. Не, лесник... Не, да я могу объяснить. Смотри, короче. Самое интересное, что ты всегда знаешь, где твой лесник. И поэтому, если ты знаешь, что он тебе не может помочь, то как бы зачем флеймить, что он тебе не помог? Он же тебе не мог помочь. Логично? Просто некоторые люди, например, мидеры, они любят, типа, пушат вейв, видят, что их лесник не рядом, а потом их убивают, вражеский лесник, и они пишут, что ты не рядом. Ну ты же видел, что он не рядом, зачем ты пушил? Поэтому всегда можно... Я считаю, что в солоку бесполезно флеймить, потому что большинство игроков играют так, что они... Вот я знаю, что он тут, но он должен быть тут. Сейчас я, умру и скажу ему, что он не прав. Вот так вот. Но это плохая точка зрения, поэтому нужно всегда подстраиваться. Нельзя это, как бы, грубо говоря, следовать плану, нужно всегда учитывать все факторы. Примерно то, что я хотел услышать. Спасибо. Давай, раз мы начали говорить про какие-то игровые ситуации, смотри, 5 советов от тебя прямо сейчас. Как стать лучше в Лиге Легенд? Они могут быть простые, могут быть сложные, могут быть выполнимые, невыполнимые. Давай попробуем собрать. Стать лучше в Лиге Легенд? Да, как перестать ладно, проигрывать, как поднять ранг. Что-то такое, что может сделать обычный человек. Окей, первое, вы, отключаем молчат вообще. Он, это и самая бесполезная вещь в Лиге Легенд на данный момент. Не знаю, кто ее придумал. Так, что там еще? Не боимся доджить игры. То есть, если вы видите, что игра проигрывана, или просто чувствуете себя не очень комфортно, недостаточно хотите выиграть, лучше задоджите. Минус 3 ЛП лучше, чем минус 20. И минус 10 тоже лучше, чем минус 20. Так, это 2, да? Это 2. 3, пытайтесь сконцентрироваться на 2-3 чемпионах и по одному чемпионе на другие линии, потому что как говорил Брюс Ли, знаешь, я не боюсь человека, который знает 1000 ударов. Да. Я боюсь человека, который тренирует 1 удар 1000 раз. Но это в Лиге Легенд тоже применимо. Вас могут там обзывать ван-трик пони, но кого это волнует, если вы челленджер, да? Так, это 3. Это 3. Да. Так, что еще там? Старайтесь относиться к каждой игре именно с позиции выиграть, потому что я знаю очень много людей, даже в профессиональном спорте, которые думают, чем больше играешь, тем больше выигрываешь. Это не так работает. Вы должны быть очень хорошим игроком, чтобы это работало. Нужно и как раз к этому пункту тоже делайте перерывы между играми. Лучше 5-10 минут. Неважно, вы выиграли, проиграли, у вас не должно быть эмоций с прошлой игры в следующей игре. Они могут, скорее всего, не повлияют отрицательно, поэтому лучше не рисковать. Это 4. И что-нибудь грандиозное напоследок. Грандиозное, что там? Не знаю. В Арктике. Надо... можно таймить самонерки, потому что это, не знаю, но это это должно включать и использовать тоже эти тайминги. Но это очень полезно в плане в общем чувствовать ситуацию. То есть даже если вы пишете, вы кажете, вы можете это не использовать, но может это поможет вашей команде. И это не так много времени требует, 2-3 секунды, чтобы написать, и может выиграть игру. Окей, то есть 5 пунктов мы собрали. Окей, спасибо. Устраиваешь ли ты своей команде Double Buff Challenge? Double Buff Challenge? Что это такое? Расскажи. Double Buff Challenge — это когда ты собираешь оба бафа и отдаешь вражескому лейнеру. Иногда бывает, но это когда мой мидер не берет прая, когда он говорит, что он должен взять прая. Это знаете, как в солоку. Я спрашиваю перед игрой, так, у тебя есть прая? Он говорит, да. А я смотрю в игре, нет. И я иду, умираю, говорю, так, а что у тебя прая не было? Ты же сказал, что она будет. Вот все, да. Нет, так-то это да. Так стараемся, конечно, не делать, но sometimes случается. Да. It happens. Да. Есть ли у тебя какие-то стримы сейчас? Или
Где тебя можно посмотреть? Я сейчас стримлю достаточно часто, но не в такой, чтобы прайм-тайм. То есть я стримлю с часов 12 до 5, до 4 до 5. И там, в принципе, не знаю, кому нравится, кто-то смотрит, кому не нравится, не смотрит. То есть, ну, у меня не такие стримы, чтобы супер такие фановые, либо супер обучающие, как-то между, я бы сказал. То есть, если кто-то заходит ответить на какие-то вопросы, я спокойно отвечаю на русском, на английском. То есть, ничего, но иногда и смешные моменты, поэтому... В принципе, такие, да. Я бы не сказал, что у меня обучающий стрим, но он полезный, может быть. Ты только Лигу стримишь или что-то еще? Только Лигу. А играешь ли во что-нибудь еще? Не, на данный момент сейчас очень много внимания к Лиге. Сейчас у нас в Испании такие сезоны, очень трудно что-то делать, именно кроме. То есть у вас один выходной, он еще плавающий, то есть вы никогда не знаете, когда у вас будет выходной. У нас постоянно игровые дни тоже разные, то есть то у нас один игровой день в неделю, то 3. И это разное время, поэтому очень трудно поставить расписание, поэтому сейчас, ну, еще и патчи выходят очень часто с разной метой. Приходится очень много уделять время лиге, реплей, обсуждение с командой, и достаточно сейчас тяжелая работа в этом плане. Может быть, смотришь что-то еще? Ну, то есть какие-то стримы? Нет, стримы. Ну, я только сейчас корейский стрим. Все только по лиге. Да, большинство по лиге сейчас. Там я предпочитаю на данный момент просто пойти прогуляться, если я хочу развеяться, потому что сейчас за компьютером и так слишком много времени проводишь. Смотри, у меня, наверное, в принципе, остался последний вопрос, очень актуальный, скажем так. Как случаются ли у тебя лустрики, во-первых? И как ты с ними борешься? Да нет, у меня типа у всех бывают лустрики, ну да, понятно. Как с ними бороться? В большинстве случаев лустрики как бы не случаются сами. Просто не знаю, типа у меня случаются лустрики, когда я хочу выиграть, как это не парадоксально. То есть, когда я типа иду именно играть в лигу на уровне, мне нужно поднять Элла. И из этого следует, что я, конечно, недоволен, если у меня кто-нибудь там, не знаю, пикает Тима на саппорта. Это как бы из этого следует уже, что я недоволен в игре, из этого следует, что я неэффективен в игре и тому подобное. То есть, а сейчас, например, ну, в общем плане, если вы играете на что-то выучить или просто играете, чтобы получить какое-то удовольствие, вообще все равно. То есть нужно, я хорошо отработал именно механизм того, что у меня не переходят эмоции с одной игры на другую. То есть я даже иногда не помню, что там, я там 10 минут игру играл, проиграл в игры, я не помню, проиграл я или выиграл ее, потому что там, вообще, я типа поиграл на чемпионе, что-то узнал клевое, и все. То есть новая игра, новые правила. И если именно так относиться, то у вас, не может быть лустрик, потому что вы не переносите эмоции. Лустрик происходит не из-за того, что у вас тиммейты плохие каждый раз, а потому что вы переносите эмоции и играете с каждым разом все хуже и хуже. Даже если вы играете хорошо с хорошим счетом, это не значит, что вы полезны в команде. Счет не равно полезность. Оригинальный способ победить лустрики, просто не париться по этому поводу. Это всегда так происходит. Но это в большинстве случаев, потому что если вы всегда будете играть на победу, рано или поздно вы будете... Потому что играть на победу, играть на эмоции, и они всегда положительные в отрицательные эмоции переходят очень быстро. И это всегда coin flip. То есть этого контролировать нереально сложно. Поэтому выгоднее просто их вообще не использовать. Слушай, смотри, давай будем потихонечку заканчивать. Напоследок, давай про прогноз. Ты уже немножко про это поговорил. Давай подытожим прогноз для Ориген Барселоны на этот сезон. На этот сезон? Нет, да, вообще, наш... Да. Конечно, наша максимальная задача, не минимальная, это все-таки пройти на EU Masters и занять достойное место для испанской лиги, а это уже какой-то топ в плей-офф, либо победить. То есть для этого нам нужно занять либо первое, либо второе место. Но сейчас, на данный момент, в нашей форме я бы не сказал, что мы можем их занять, но мы не 100% их займем. То есть, по моему мнению, сейчас есть две команды в лиге точно сильнее нас, которым нам очень сложно, и все остальные непонятно. Они развиваются, но разовьются, либо остановятся, непонятно.
То есть у нас есть развитие, у нас есть хороший план, но непонятно, хватит его нам, чтобы обогнать те команды или нет. То есть они уже, понятно, что они нашли свой стиль игры, и они очень хорошо играют. Они сейчас не в вершине таблицы, скажем так, но у них каждая игра у них смотрится на очень хорошем уровне. Поэтому я надеюсь, что мы отыграем достойно в круг, не проиграем там аутсайдерам, не сделаем каких-то глупых ошибок, которые могут остановить нас. Попадем в плей-офф, и уже в плей-оффе будем смотреть. В плей-оффе гораздо легче играть, если у вас лучший тренерский штаб. А у нас очень хороший тренерский штаб, у нас хорошая подготовка, у нас команда именно понимает друг друга очень хорошо, и типа люди, если им нужно что-то отдать для другой линии, они отдают. Они как бы у нас нет именно selfish людей, которые нет, дайте мне это, я завоеваю, я тебе не доверяю. Нет такого. То есть у нас в команде каждый друг другу доверяет. Если нужно чем-то пожертвовать ради другой линии, это спокойно идет, если это оправдывает как бы результат. Спасибо тебе огромное за то, что нашел время к нам прийти. Я тебя жду в следующий раз на английском. На английском? Да. Вот. Ты так на учительница говорил тоже в школе. Для твоих новых поклонников. Удачи тебе и команде. Спасибо тебе большое, что пришел. Было очень круто. Спасибо.